Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом медовика на желтках. И это прекрасная альтернатива по утилизации желтков. И думаю, этот рецепт вам понравится. И нам потребуется мука, маргарин или сливочное масло, сахар, желтки, сода, мед и уксус для погашения соды. И все ингредиенты комнатной температуры. Друзья, и перед тем как начать, хочу поделиться с вами страничкой Насти. Это моя знакомая с Инстаграм. Настя живет в Краснодаре, и смотрите, какие у нее работы. Так как если кто-то есть у меня из подписчиков из Краснодара, можете переходить на страничку Насти и заказывать вкусняшки. Смотрите, какие прекрасные работы у нее. И давайте приступим. В кастрюлю с толстым дном я перекладываю маргарин. Туда же отправляю мед. Мед берите любой, который вам нравится. Далее беру соду и гашу его 9% уксусом. Хоть и у нас и идет мед, который сам как бы гасит соду, но лучше его погасить уксусом, чтобы предотвратить запах соды в тесте. И все, теперь включаю на самый медленный огонь и буду потихоньку растапливать и карамелизовать мед. И параллельно буду взбивать желтки с сахаром и ванильным сахаром. Также не забываем помешивать, чтобы не пригорело. Ну и так как я и сказал, ставим на самый медленный огонь и потихоньку будем карамелизовать мед. А желтки взбиваем с сахаром до такого пышной белой массы. Все, до вот такого вот состояния взбили белки. Желтки, извиняюсь. И параллельно, как я и говорил, помешивать, чтобы не пригорело. И до вот такого вот янтарного карамельного цвета доводим нашу массу. И теперь смотрите, друзья, нужно быстро тонкой струйкой как бы заварить желтки. И тут нужно будет быстро-быстро помешивать, чтобы масса не свернулась. Жидкая часть наша готова. Теперь осталось всего лишь просеять муку. Просеиваем муку и замешиваем. Такое мягкое тесто получается. Тут всего лишь мука нужно будет слегка припылять перед тем, как раскатывать. И раскатываю я между планок, и тут толщина планки у меня идет 2 миллиметра. Тесто раскатал и вырезаю кольцом 18 сантиметров.
смотрите, какая толщина. 2 миллиметра получается. И теперь еще просто надкалываю вилкой, чтобы оно не приподнималось, хотя во время выпекания оно и не будет подниматься у вас. И теперь отправляю в заранее разогретую духовку на 180 градусов минут на 8-10. Вот такая вот горочка получилась. И из этого количества теста у меня получилось 9 коржей диаметром 18 сантиметров. Вот смотрите, какая структура, какой цвет получается. Толщина, как она чуть-чуть поднялась во время выпекания. И получается, как я и сказал, 9 коржей. И из остатков у меня еще получился вот такой вот корж. Это пойдет на обсыпку. Ну и теперь готовим крем. И для этого понадобится сметана, сливочный сыр, ванилин и сахар. Сметана у меня тут 20%, 25%. Все, отправляю к нему сахар и взбиваю миксером до растворения сахара. Сметану с сахаром взбил. И теперь отправляю уже сливочный сыр. Сыр тоже берите, какой вам нравится. У меня тут идет Хохланд. Тут тоже не сильно много взбивайте, чтобы не расслоилась масса. Теперь собираю с бортиков. Крем тоже готов. И я вот здесь немножко отобрал. Это у нас в дальнейшем пойдет на выравнивание. Все, и теперь, как обычно, немного крема на подложку, чтобы торт у нас не катался. И я собираю, получается, дном вверх, чтобы лучше крем пропитался, так как нижняя часть она более пористая. Все, и теперь я знаю вес своего крема, знаю количество коржей, и чтобы у меня все было равномерно, я всегда взвешиваю крем. И где-то у меня получается с этого объема крема на каждый корж у меня ушло где-то 90 грамм. Вдруг, если кому-то это интересно. И теперь, чтобы было удобнее мне, я вот собираю в кольце с ацетатной пленкой. Конструкция моя собрана, и теперь по классике жанра корж-крем, корж-крем. Вот только верхний корж, получается, я выкладываю дном уже наоборот вниз. То есть остатков я вот смазываю верхнюю часть, накрываю пленкой и уже выбираю в холодильник на стабилизацию на 8-10 часов. У меня он простоял ночь. Да. У меня уже следующий день. Торт мой пропитался. Теперь осталось его собрать, так сказать. Вот такой он получается. Полностью пропитанный. Шпателем немножко выровню. И как раз тот крем, который ей откладывали. И всегда подчищайте подложку, чтобы он у вас был сухой, потому что сейчас, когда мы будем делать обсыпку, вот, кстати, по обсыпке я его
пропустил через мясорубку, так сказать, а еще просеял, чтобы крошка была равномерна. И все, теперь обсыпаем бока. Все, друзья, вот такой вот медовик получился у меня. Благодаря тому, что крошку просеиваете через сито, он у вас получается мелкий и полностью равно, то есть сказать, равномерная торт получается очень нежный, нож прям туда утопает, так сказать. Все, теперь, как говорится, волнительный момент, что у нас в итоге получилось. А в итоге у нас получилось вот такой вот замечательный торт. Здесь на видео кажется, что коржи прям такие толстые получились, но они в реале они не толстые, они ну буквально может миллиметра 5 всего лишь. Это благодаря крему, то что оно хорошо впитал крем. Коржи стали вот прям, знаете, тающие во рту. И равномерность слоев еще благодаря тому, что взвешивали крем. Вот такой вот торт хотел с вами поделиться. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.